Недавно мы обсуждали с Лехой, другом и 3D-аниматором, новую игру Chronos The New Dawn. Леха человек семейный и суровый, но он внезапно заявляет: я так-то люблю и Чужих, и Silent Hill, но вот играть в survival хорроры долго не могу. И дело не в пугалках даже, а в том, что мне нужно постоянно быть в состоянии готовности, а мне и так стресс хватает. И это было для меня открытием. Это же Леха, как он не любит играть в хорроры. А я, тревожный человек, готов в них сидеть часами напролет. Парадокс. Почему тревожному человеку комфортно погружать себя в survival horror, жанр, построенный на постоянном страхе и напряжении? Тем более, что многие годы я не любил такие игры и фильмы, осознанно избегал. Да, я из тех, кто не играл в оригинальные Resident Evil и Silent Hill. Зато я посмотрел истории серии от Stop Game.ru, за что им большое спасибо. И вот в голове засело два вопроса. Почему тревожному человеку могут нравиться survival-хорроры? Могут ли survival-хорроры помочь справиться с тревогой? Chronos New Dawn стал символическим триггером в попытке разобраться в этой теме. Я стал копаться в себе, изучать свой жизненный путь, искать связи, декомпозировал Chronos New Dawn, провел небольшое исследование среди зрителей, обсудил эти результаты с реальным психологом. И знаете, мне есть что вам рассказать. Меня зовут Арзаян, я режиссер и синематик-артист геймдев индустрии. Погнали разбираться. Немного теории, которую я почерпнул из книги Роберта Лихи «Свобода от тревоги». Человек – существо эволюционно настроенное на выживание. Миллионы лет назад наш мозг был заточен на то, чтобы замечать опасность и всегда быть начеку. Но мир изменился слишком быстро. Мы живем в освещенных, безопасных городах, где хищников в кустах больше нет. А вот мозг остался прежним, все так же ищет угрозу. Так и расцвела наша внутренняя тревожность. Тревога – это фоновое ожидание неопределенной опасности. Мозг тревожного человека пытается просчитать все возможные сценарии, чтобы чувствовать себя защищенным. Включаются защитные стратегии, чтение мыслей, гиперрефлексия, катастрофизация. И все это не помогает, а лишь закручивает спираль беспокойства. При этом тело реагирует так же, как и тысячи лет назад. Сердце бьется чаще, челюсть сжимается, мышцы напрягаются, тяжелеет дыхание. Физиология человека осталась прежней. Изменились только декорации вокруг нас. И все, о чем я говорю, это не только теории из книг, но и мой личный опыт тоже. Мне кажется, эта история будет знакома многим. Я рос в парадигме хорошей оценки, куча кружков, быть примером для класса, домашка допоздна, ярлык отличника и правильного ребенка. Но во взрослой жизни оценки исчезли, а неопределенность выросла. Стратегии, которые когда-то помогали, перестали работать. Да, теперь ты ошибаешься. Да, конкретных метрик больше нет. Ты не можешь быть для всех хорошим. Кто-то может разочароваться, а кто-то даже ненавидеть. Мне было тяжело это принять, но именно в этот период времени я знакомлюсь с Говардом Лавкрафтом. Идея столкновения человека с чем-то неописуемым и страшным идеально резонировала с моими тревогами. Его текста показали: мои страхи не уникальны. У всех людей они те же, древние и вечные. Лавкрафт лишь дал им форму в виде темных богов и космического ужаса, который невозможно проконтролировать. Но мне было мало книг, и по воле Ктулху я случайно натыкаюсь на Amnesia Rebirth в 2020 году. Этот момент стал поворотным. Впервые монстр вышел не со страницы книги,
а ко мне в интерактивном пространстве. И вместо того, чтобы бежать от страха, я нажал кнопку и вошел в темноту неопределенности. И знаете, мне понравилось. С того момента началось мое путешествие по всем возможным survival horror и инди-хоррор играм. Soma, Call of Cthulhu, Layers of Fear, Observer, Alien Isolation, Dead Space, Canarium, Moons of Madness, Alone in the Dark, The Callisto Protocol, Alan Wake, игры Chill Art, Fears to Fathom, The Suicide of Rachel Foster, Those Who Remain, The Land of Pain, Mouse Washing, Still Wake the Deep, Chronos the New Dawn и... Но почему я все глубже погружаюсь туда? Почему тревожному человеку может быть комфортно в этих мрачных мирах? Я один такой или нас много? Давайте разбираться. Почему люди любят ужастики, триллеры и хорроры? Неважно, книги это, фильмы или игры. Потому что они дают возможность прожить весь спектр эмоций, от страха до облегчения. Когда нам страшно, организм включает древний режим мобилизации – бей, беги или замри. Активизируются ресурсы, помогающие нам выжить. Чем примечательны игры? Они придают нашей тревоге конкретную форму в виде монстра в интерактивной среде. Эмоциональное проживание здесь действует гораздо сильнее, чем в фильме или книге, но при этом остается безопасным. Этот монстр не здесь, а за экраном. И даже если происходит худшее, персонажа убивают, ваше тело переживает всплеск адреналина, потом быстро осознает, что вы в безопасности, и мозг фиксирует опыт. Я выдержал. Это не страшно. Я жив. Это всего лишь игра. А с реальными страхами можно так же поступать, как с монстрами в играх? И вот здесь начинается самое интересное. Психолог Мэттиас Классен и исследователи из Recreation Fear Lab считают, что добровольное погружение в страх через фильмы и игры работают как форма экспозиции. Экспозиция – один из базовых методов когнитивно-поведенческой терапии, когда человека постепенно и сознательно подвергают контакту с тем, чего он боится, но в безопасных условиях. Тревожный человек по жизни избегает пугающих стимулов, и мозг закрепляет установку: это опасно, не надо лезть, давай лучше потревожимся, и все будет окей. Экспозиция ломает этот замкнутый круг. В хоррор-играх этот цикл выглядит так. Заходишь в темный коридор, напряжение, слышишь шаги, сердце колотится, встречаешь монстра, паника, бой, адреналин, победа и разрядка. И в этот момент приходит рефрейминг. Рефрейминг – это психологический прием, когда человек сознательно меняет угол зрения на ситуацию, чтобы снизить ее негативное влияние или найти в ней новый смысл. Если я справился здесь, может, справлюсь и в реальной жизни. В хоррор-бродилках по типу Амнезии или Сома ты безоружен, только беги и прячься. Контроль минимален, как и в самой тревоге. А вот в The Chronos New Dawn правила игры меняются. Тебе дают инструмент борьбы, оружие. И когда ты чувствуешь, что способен действовать, страх переносится легче. Для тревожного человека это терапия через действие. Ты не только терпишь ужас, но и учишься управлять им, побеждать. От этого душная, гнетущая атмосфера перестает давить, в ней становится комфортно. Когда внутри живет постоянная тревога, яркие и шумные среды перегружают, а мрак хоррора наоборот, ближе к внутреннему состоянию беспокойного человека. Оно резонирует, а не конфликтует. Мое предположение, что survival хорроры — это место концентрации. В темноте и тишине меньше отвлекающих стимулов, тревожный ум фокусируется, а тревога, наконец, перестает быть абстрактной. Она обретает форму в виде жутких спор, биомассы и мертвых тел. Вы резонно отметите,
Ну, это только твое мнение, не говори за всех. Я знал, что вы это спросите, и я подготовился. Но подготовился не потому, что я тревожный человек, и я ко всему пытаюсь подготовиться. Какой-то каламбур. Я провел опрос среди 500 человек. Огромнейшее спасибо за помощь в распространении анкеты Диме Белею, гейм-директору атмосферной инди-игры Static Dread. И Диме Бурдукову, автору великолепных видеоэссе. Я посчитал процентики, собрал различные диаграммы, нашел некоторые корреляции и закономерности, посоветовался с психологом и пришел к любопытным выводам. Немного сухой статистики. Играете ли вы в survival хорроры? Регулярно около 35%, иногда около половины участников полностью избегают лишь 15%. То есть большинство все же сталкиваются со страхом, пусть и не каждый день. А как долго играют те, кто увлечен хоррор-играми? 1-2 часа четверть игроков, 2-4 часа около 60%, более 4 часов только 15%. Остальные ребята, немаленькое количество людей подолгу сидит в таких напряженных играх. А помогают ли этим людям хорроры справляться с тревогой? Да, около 40%, иногда почти 30%, нет, тоже около 30%. Выходит, что примерно 2/3 респондентов ощущают хотя бы частичный терапевтический эффект. А вот из-за развернутых ответов респондентов можно выделить несколько устойчивых мотивов. Страх и адреналин воспринимаются как безопасные, интересные эмоции. Игроки называют хорроры эмоциональным тренажером и способом проверить себя. А для некоторых хоррор это не про испуг, а про исследование неизвестного и философию страха. Человек – существо крайне любопытное, и даже если в темноте может скрываться монстр, желание разгадать тайну перевешивает. И я сам больше получаю удовольствие от сюжета в подобных играх, чем в некоторых AAA проектах. А многие возвращаются ради мрачной атмосферы, звука и визуала, за ощущением погружения в плотный, тревожный, но красивый мир. С режиссерской точки зрения я обожаю погружаться в хоррор-игры именно из-за атмосферы и саунд-дизайна. Подобные игры дают нестандартный экспириенс. А что если посмотреть только на тревожных игроков? Из 500 участников около 160 признали себя тревожными. И вот что интересно. Половина из них регулярно играет в хорроры. Сессии у тревожных примерно такие же, как и у остальных. Чаще всего 2-4 часа. И 43% говорят, что хорроры действительно помогают снижать тревожность. Многие объясняют это тем, что хорроры направляют тревогу в безопасное русло. В пугающей атмосфере я чувствую себя спокойнее, чем в шумной реальности. Но есть и другая сторона. Часть тревожных избегают подобных игр, потому что не хотят лишний раз волноваться. Или считают, что в жизни и так хватает собственных ужасов. В итоге становится ясно, тревожность не отталкивает людей от хорроров. Для одних это способ выплеснуть страх и почувствовать контроль, для других все-таки лишний источник стресса. И все же большинство тревожных игроков выбирают не бегство от страха, а встречу с ним. Так можно ли назвать игру в survival хорроры терапией для тревожного человека? Нет, это не клиническая терапия. Хоррор-игры не заменят когнитивно-поведенческую терапию или работу с реальным психотерапевтом. Для людей с тяжелой тревогой и ПТСР подобные игры могут наоборот усугубить их состояние. Так что если человек при прохождении подобных игр ощущает повышение тревожности, важно остановиться, проанализировать себя и, возможно, обратиться к реальному специалисту. Но, как показал мой личный опыт,
И результаты исследования для многих тревожных людей survival horror действительно работает как некий аналог экспозиционной терапии. Ты добровольно идешь в пугающую ситуацию, сталкиваешься с конкретным страхом, пытаешься справиться, выходишь живым, делаешь выводы и возвращаешься туда снова. Хоррор нужен не для того, чтобы сломать нас страхом, а чтобы научить его выдерживать. Для тревожного игрока survival horror — это место, где размытая тревога превращается в конкретный вызов, с которым можно что-то сделать. В таких играх, как Chronos и New Dawn, мы полностью можем владеть и контролировать этот процесс, что дает ощущение удовлетворения и того самого спокойствия, которое мы не находим в жизненных обстоятельствах. Мы осознанно снова и снова делаем шаг вперед в бездну неопределенности и ужаса, где нас ждут самые древние человеческие страхи. Но в этот раз у нас в руках мощный дробовик, и мы можем дать отпор, потому что теперь этот монстр не просто враг, а метафора нашей тревоги. Ну а на этом все. Огромнейшее вам спасибо за то, что досмотрели до самого финала. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Арзаян. Там еще больше различных разборов игр с точки зрения синематики, режиссуры, монтажа, саунд-дизайна, художественной составляющей и геймдизайна. А я надеюсь, что после просмотра этого ролика вы смогли ответить на вопрос, почему вы играете в survival хорроры. Survival horror для меня всегда был самым комфортным видом геймплея. Да и в каких еще играх главный герой может втащить скале ради спасения мира? Потому что это возможность соприкоснуться с неизвестным, то, чего ты не встретишь в реальной жизни. Потому что этот жанр через череду выборов и какую-то конкретную концовку рассказывает что-то очень личное обо мне самом. И не всегда это приятная правда, но это по-любому веселее, чем просто поход к психологу. Мне с детства казалось, что при всей своей абсурдности хорроры, как и комедии, часто несли в себе что-то, что я бы назвал правдой жизни. Вот даже не прибегая к уже избитой цитате из Лавкрафта про неизвестное. И хорроры всегда наглядно мне показывали, насколько мир радикально непознаваем, насколько мелко наше место в нем и насколько в нем важна мораль. То есть многие хорроры же как раз позволяют нам исследовать вот это измерение личного поступка, личности вообще как таковой. Но еще монстры — это круто, для них тоже нужен полет фантазии.